Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Сегодня я вам покажу, как Intel сделали косо-криво драйвера для новых ноутбуков, где у них видеокарточка от Intel Arc Alchemic. Но в то же время я вам покажу, как все это обойти, чтобы повысить производительность ноутбука, ну, в частности, графического процессора. А также рассмотрим с вами распродажу видеокарточек от Евга, потому что там ценники стали повкуснее. Погнали! Да, мы в принципе с вами, опираясь на предыдущие сюжеты, уже условились и в принципе понимаем, что видеокарточки Intel, которые там находятся, которые сейчас выходят, это, ну, начальный уровень графических процессоров, поэтому рассчитывать на что-то вау там не стоит. Но вылез один очень интересный момент. В ноутбуке, в котором находится видеокарточка Arc A350M интеловская, если мы отключим всего лишь одну единственную функцию путем драйверов, мы достаточно сильно повысим производительность самой видеокарты. И речь тут идет о драйвере Intel Dynamic Tuning Technology, в простонародье DTT. В итоге этот драйвер работает как путем автоматического, так и динамического распределения мощности, то есть между процессором и графическим процессором. А это все должно приводить к продлению срока службы батареи на ноутбуках. Итак, друзья, наш с вами корейский коллега, который занимается, естественно, IT, у которого есть свой YouTube канал, называется Bulls Lab Benchmarks. Он протестировал ноутбук Samsung, чтобы я не перепутал, Galaxy Book 2 Pro, естественно, с видеокарточкой Intel Arc с отключенным DTT. Кстати, этот ноутбук мы с вами видели во вчерашнем выпуске, так что если вдруг пропустили, посмотрите. Я так заметил, по отклику вам этот видос зашел. И тем не менее, тестер хоть и заметил выросшее как и тепловыделение и энергопотребление, но при этом, естественно, повысился и профит. То есть не впустую тепловыделение идет. Само собой, эта производительность повлияла на производительность в играх. То есть тут получается какая история? Максимальный предел в ваттаже у видеокарточки Arc A350M составляет 30 Вт. Всего лишь, то есть до 30 Вт. При этом частота видеокарты составляет 2,2 ГГц. И вот как раз таки, чтобы видеокарточка не работала на свой максимум, ну, наверное, для энергосбережения и так далее, в том или ином случае, и присутствует драйвер DTT, который, грубо говоря, не совсем корректно, но ограничивает работу графического процессора. Так что, как следствие, полное отключение таких драйверов для графического процессора, для видеокарты, дает максимальный потенциал, все 100% для того, чтобы, ну, можно было спокойно играть и выжимать из видеокарточки то, что нам требуется, максимум. И, кстати, тесты показали, что именно этот Arc Alchemic быстрее, чем MX450 от Nvidia, примерно на 30%, до 30%. Это, конечно, очень круто, но все-таки стоит сделать небольшую ремарочку. TDP-шка у MX 20 Вт, до 20 Вт, а у синих 30. Но, друзья, прежде чем мы с вами перейдем как раз таки к результатам тестов этой видеокарты в этом ноутбуке, у меня есть кое-що, що вам нужно сказати. Нещодавно я побачив пост компанії MSI, який вони зробили в інстаграмі у себе в профілі, де вони продають свій мерч, як, наприклад, дана футболка, дане поло і інший став. І всі кошти, котрі вони зароблять на цьому, вони відправлять на гуманітарну допомогу. Це стосується їжі та медикаментів. І все це поїде, скажімо так, в область Києва, Північний Захід. Мерч дуже різноманітний та з абсолютно різною ціною, від малого до великого. Тож, можливо, таким чином ви зможете обрати щось для себе або для своїх друзів. Ця, скажімо так, агітація чи реклама суцільна моя ініціатива. Мені MSI нічого не писали, нічого не платили, нічого не відсилали. Цю футболку та зараз цю чудову сумку я купив за свої кошти, адже я таким чином також прилучаюся до цього двіжу, щоб гуманітарно допомогти нашим людям. Придбати сам мерч ви зможете через профіль MSI, який знаходиться в Instagram, і у них там є ссылка на OLX. Все працює, я вже сам це перевірив, коли купив собі футболку та рюкзак. Тобто кошти йдуть туди, куди треба, і вони завжди роблять фотозвіти. Тож, якщо ви захочете допомогти зробити волонтерам таким чином, то посилання я залишаю під відео, ну, можете долучатися. І, до речі, якщо ви знаєте ще якийсь такий подібний двіж, то напишіть мені у особисті повідомлення, я подивлюся, можливо, можна буде ще до чогось такого долучитися. Це круто. Ну а наразі все. Тепер продовжуємо далі.
И тесты. Значит, смотрите, в итоге частота кадров подросла от 80 против 50, ну вот в том же PUBG. Далее я вам, конечно, дам больше данных, не переживайте. А в Overwatch с 73 взлетел до 132. Что, как для ноута с такой графикой, очень даже ничего. Ну а в целом, если смотреть на результаты тестирования в играх, мы с вами получаем следующую картинку. И сразу ремарочка, при 16 гигабайтах оперативной памяти и процессоре i5 1240p. В итоге, мы наблюдаем с вами 80-120 FPS в Overwatch при загрузке видика 95%. И все это добро при 86 градусах. Ну да, это еще и при 1080p и высоких настройках. LOL летает при FPS в диапазоне от 108 до 120 FPS. Загрузка видеокарты при этом составляет 70%, а температура равна 80 градусам. Далее у нас более требовательная игра Elden Ring. В итоге на высоких настройках FPS ходит по диапазону 41-58 FPS, что в принципе для соло-игр, ну, более чем сносно, особенно если нет статеров. Но если что, можно прикрутить графон, чтобы было стабильно 60 FPS, как на консоли. И я напоминаю, это видик бюджетного варианта, а Elden Ring, не секундочку, игрушка нового поколения. Но так или иначе, в этом случае карта греется до 85 градусов и загружена под завязочку на 99%. А вот бенчмарк RDR2 уже не столь силен. Средняя частота кадра прыгает от 18 до 29, и это на средних настройках, так что для более вменяемого прохождения приходится занижать графику. Хотя, я не знаю, является ли вменяемое прохождение сюжетной соло-игры на минималках. Но, если что, говорю по секрету, я сейчас RDR 2 прохожу на ультрах в 2.5К на своем игровом канале, так что жду. Но, тем не менее, графический процессор работает на все 99% и греется до 82 градусов. Ну и крайний вам экземпляр, так, вишенка на торте, PUBG, который на ультрах игрался в 41-61 FPS при 86 градусах и загрузке графического процессора на 97-98%. Да, я знаю, что для большинства это FPS очень маленький, поэтому крутите пониже. Увы, но ныне такие ноутбуки недоступны только в Азии и Океании. И жаль, потому что мне бы хотелось своими собственными ручками их потрогать и посмотреть, что они себя представляют. Ну, а в целом, я надеюсь, что в перспективе Intel сделает эту функцию поудобнее, когда там выключить, когда включить. То есть, грубо говоря, одним взмахом пальчика нажать, и все работает, то есть подключено или отключено. В противном случае они вообще полностью могут убрать этот функционал. Ну, то есть, если сделайте, сделайте так, чтобы было удобно. Ну, похоже, к тенденции к снижению цен на видеокарточки уже подключается не только через, скажем так, улучшенную логистику и количество самих графических процессоров, из-за чего и снижение ценников. Конечно, в отдельных регионах и магазинах, но тем не менее я замечаю, что теперь подключаются еще и партнеры по печатным платам. И в этот раз речь о EVGA. Да, я соглашусь, там еще не RRC, но тем не менее оно максимально приближено, и сейчас они еще делают скидосы на свои видеокарты. Ну, сходу получить минус 50 или 270 долларов, ребятки, мне кажется, это очень и очень неплохо. И вот на данный момент EVGA продает только 3 модели RTX 3090 Ti, именно с воздушным охлаждением. Ну, в том числе это у нас RTX 3090 Ti FTW3 Black за 1999 долларов, то есть 2 куска, RTX 3090 Ti FTW3 за, ну, то есть обычная без Black, за 2149 долларов, и RTX 3090 Ti FTW3 Ultra за 2199 долларов. А обычная ванильная RTX 3090 Ultra Gaming предлагается за 1699 долларов. Но, если мы с вами опустимся на один уровень пониже, то модель RTX 3080 Ti включает версии с воздушным охлаждением, Hydrocopter и AIO. В итоге 3080 Ti XC3 является самым дешевым вариантом по цене 1279 долларов. И 1299 долларов вы сможете отдать за вариант FTW3 Ultra. А вот 3080 Ti XC3 Ultra Hybrid с охлаждением AIO стоит 1379 долларов, в то время как Hydrocopter XC3 1429. Ну и остается у нас FTW3 Hydrocopter 1529. Наибольшее же количество моделей у компании, конечно, относится к RTX 3080. Причем это касается как 10 гиговой, так и 12. Но, к сожалению, большинство этих моделей относится именно к жидкостному охлаждению, то есть там не вертушки стоят. Ну, к сожалению, в точке зрения именно ценников, то есть если жиже, обычно это дороже, чем вертушки. Единственное, тут доступна модель с воздушным охлаждением, это RTX 3080 на 12 гиг XC Ultra за 979 долларов. Ну а говоря же за модели типа AIO, то это RTX 3080 на 12 гигабайт XC3 Ultra Hybrid за 1299 долларов. Ну и остается FTW3 Ultra Hybrid за 1199 долларов. Ну а крайняя версия это Hydrocopter, да, которая включает в себя RTX 3080 на 12 гиг XC Ultra Hydrocopter за 1199 долларов. И ее сестренка FTW3 Ultra Hydrocopter за 1299
249 долларов. Да, друзья, я понимаю, что в основном это high-end сегмент, это определенно видно, но смею вас обрадовать, есть в принципе средний сегмент видеокарт. Немножко, но несколько позиций. Ну а среди моделей среднего бюджетного класса, бюджетный это, наверное, сильно сказано, среднего класса, у нас RTX 3070 Ti FTW3 Ultra за 759 баксов и RTX 3050, да, тут уже бюджетная, XC Gaming за 299 долларов. Ну что ж, друзья, на сегодня у меня для вас все. С вами, как всегда, был Human, и как всегда, кайфовой вам игры. И не забывайте посмотреть, что вы можете сделать с этой движухой с MSI. И, кстати, подписывайтесь на мой игровой канал. Пока!